Доброе утро, друзья, и добро пожаловать на канал Custom Truck. Морознейшее утро, и в руках у меня деталь от МАЗа. Все заварили, все отлично, так что сегодня мы продолжаем восстанавливать наш Мазератти. Я знаю, что вы наверняка устали от постоянной вот этой вот восстановительной работы, но без нее никак. Невозможно, потому что вопросов очень много. Как тут у нас плоскость? По-моему, идеально. Вопросов по машине очень много, ну, в принципе, как и ожидалось. Мороз все это замедляет безумно, потому что пока растопишь печку, пока сам расколошматишься, расцветает в 9 утра только, поэтому это наносит свои отпечатки на процесс восстановления. Так что вам я желаю приятного просмотра. Надеюсь, в сегодняшней серии мы наконец-таки выедем на этой машине. Хотя бы, может, стронимся с места или что-то тому подобное. Очень-очень хотелось бы, конечно. Ну, посмотрим. Ладно, все, присаживайтесь поудобнее. Заваривайте чай, печенье. Ну, а мы начинаем. Все, в тепле собрал корпус термостата. 2 болта китайских, 2 оригинальных. Ну и сейчас возьму герметик, все промажу и будем устанавливать на машину. Не знаю, на каком этапе вырубилась батарея. Скорее всего, на этапе, когда я ругался матом, наживляя вот эти вот гайки, блин. Мало того, что не подлезть, так они еще и наживляются. Но сейчас вроде бы удалось. Холодно, капец. Ну, вроде бы все. Установил. Сейчас мне только осталось лишь зажать вот эти 2 патрубка. Сейчас устанавливаем нижний патрубок, с которого мы сливали воду. И, в принципе, можем заливать, пробовать антифриз. Вот так. Все, тут у меня открыто. Надо закрыть будет. Все, заливаем антифриз, пробуем. Вроде бы я ничего не забыл. Заливаем антифриз. Огромная благодарность нашим друзьям, которые нас выручают с этим делом. Все-таки не надо покупать. Кто-то, знаете, меняет антифриз и его выливают куда-то там. А кто-то думает, блин, нет, соберу в канистрочку и завезу дяде Диме. Это же круто. Это очень круто. Выявилась маленькая утечка. Шланг на входе. Он шланг хороший, видите, качественный, но попрел на изгибе. Сейчас поставим новый. Все, хомутики зажал, и такой снег на улице красивый. Хоть и холодно, но он так красиво падает. Знаете, как в этой песне. Снег кружится и тает, и тает. Только он не тает нифига. Так, дальше заливаем антифриз. У автодилеров осталось очень много автомобилей 2025 года, поэтому если вы, друзья, подыскиваете себе автомобиль, то сейчас самое время воспользоваться интересными и выгодными предложениями, а с бесплатным сервисом Автоспот найти максимально выгодный вариант проще простого. Не нужно звонить или ездить по автосалонам, достаточно открыть сайт или мобильное приложение Автоспот и выбрать из огромного каталога, в котором собраны практически все марки автомобилей. Я уверен, что вы обязательно найдете что-то на свой вкус. При этом все предложения от официальных дилеров, а самое главное, что вы можете посмотреть, какая скидка вас ждет при покупке в кредит, трейд-ин или за наличные. Не забывайте сравнивать цены в разных городах, ведь скидка в соседнем городе может быть значительно больше. А чтобы скидки всегда были под рукой, скачивайте бесплатное мобильное приложение Автоспот, в котором вы точно так же можете выбирать себе новый автомобиль, сравнивать цены и скидки, записываться на техническое обслуживание вашего автомобиля, кстати, тоже со скидкой. Максимально удобно, в 2 клика и всегда под рукой. Мобильное приложение обязательно рекомендую скачать. Ну а ссылку на Автоспот я оставил в описании, проходите, пользуйтесь, ну а я буду дальше крутить МАЗа. Усилился снег, я залил антифриз и кабину закрыл. Удлинил тягу,
которая на кулису. И хочу ее установить и попробовать, вообще защелкивается удочка у нас или нет. Что там с ней происходит, тоже очень интересно. Наверное, правильно ставлю, не знаю. Одну сверху, одну снизу. Друзья, я не знаю, сколько прошло времени с момента нашего последнего включения. Примерно недельки 2, может быть 3. Но у нас уже все в снегу. Нас завалило снегом. У нас морозы держатся порядка 25 градусов уже в течение последней недели. И еще предстоит, наверное, 2 недели таких морозов. Поэтому у нас есть определенные здесь новости, определенные изменения. В том числе одна из таких достаточно неприятных новостей и для меня, и для вас. Это с одной стороны. Но с другой стороны приятных новостей. Это то, что я продал КамАЗ. Тот самый КамАЗ, который я делал для души. Да, который было мне самому тяжело продавать. Но многие из вас напишут, что я перекуп и т.д. и т.п. Но, к сожалению, мне стало жалко, что он стоит. И, в принципе, наверное, больше мы не будем брать технику такую, которую мы будем восстанавливать для себя, наверное. Потому что после того, как я вкладываю туда много средств, трудов и времени, мне жалко, когда машина стоит. К сожалению, у меня нет возможности построить 2 огромных ангара, которые будут хранить нашу технику. Ну, это достаточно дорого, и финансово, к сожалению, такой возможности нету. Со временем, может быть, когда мы построим большие ангары или купим где-то, то будем там хранить нашу технику. Но пока что такое хранение, когда это все стоит летом, выцветает, а зимой все засыпано снегом, мне жалко, что это стоит техника. И ржавеет, и портится. Ну, поэтому, наверное, такое решение, оно было правильным с моей точки зрения. Не знаю, как с вашей. У нас уже нету места, куда наши проекты хранить, а хочется и вас радовать каким-то новым контентом. И, нету возможности покупать техники и потом смотреть, как она просто стоит везде повсюду, страшная, некрасивая. Поэтому будем двигаться дальше. Продажа проектов — это развитие, наверное. Не всегда так. Плюс, возможно, я реализую свою мечту о покупке автомобиля легкового для себя хорошего. Потому что смотрю на всех блогеров, все ездят на новых современных тачках крутых, а я на гнилушках-старушках. Поэтому будем покупать себе хорошую машину, чтобы я уже радовался и кайфовал. Так что, друзья, болтовни очень много. Наверное, я замерзну, если буду постоянно болтать с вами. Так что начинаем работать. Много очистки снега нам предстоит. Сейчас я займусь, очищу МАЗа. Нам предстоит его погреть каким-то образом, полностью попытаться его запустить и, наконец-таки, выехать, попробовать первые метры проехать на этой машине, потому что, к сожалению, мы еще на нем даже ни разу не проехали. Постоянные какие-то приключения не позволяют нам, наконец-таки, выехать на этой машине. Но, как обычно, мы вляпаемся во что-то и пытаемся решить проблемы своих же, не совсем всегда правильных решений о покупке автомобилей. Так что, во-первых, согреемся, а во-вторых, очистим всего МАЗа. А вам я желаю крепчайшего здоровья и очень теплых условий просмотра. Процесс пошел, знакомый звук. Лампу купил какую-то, везде все протекает. Я не знаю, с этой лампой можно вообще сгореть, наверное, Ужас какой-то. Пришлось ее перекрутить, поджать. В общем,
современные лампы это трэш. К сожалению, советская лампа перестала работать, заржавел вот этот подкачивающий клапан. А это вон как работает. Раз через два. Ну ничего не поделаешь. Эта тупорылая лампа работает очень плохо. Меня уже выбесило. Я уже сделал и чистилку ей. Вот такую специальную, профессиональную, видите? Ну вот вроде бы начала работать. Ужас. У Юры тоже замерзла соляра, звонит мне, барабанит. Вольво стоит. В общем, это ужас. Морозы, друзья, оставайтесь дома в мороз. Проверено временем и годами. Ой. Сейчас погреем мазурика, попробуем. Если запустится, так запустится. Если нет, будем оставлять до теплых времен. Потому что в 20 градусов мороза это просто убийство организма. Вот это вот все. Порядка 2 часов, может быть 3 часа уже заряжаются наши аккумуляторы. Но еще не заряжены полностью. Погреем сейчас поддон, коробку погреем, чтобы легче крутиться было. Хотя, может, и сцепление выжмем, в принципе, здесь можно выжимать, гидравлики нет. Так что погреем хорошенько мотор и, я думаю, запустится. Там есть подтеки антифриза, но немножко текло с крышки, стекает по радиатору, наверное. Ну, будем надеяться, что с крышки, знаете, которая заливная. Ну, тут чуть-чуть осталось. Сейчас где-то еще там плывет изнутри. А отсюда идет теплый воздух. Можно руки даже греть. Вот такие дела. Ладно. Закрываем. Будем надеяться, что все у нас получится. Ведь мы даже еще не попробовали на нем проехать метр. Так, все обмерзло. Откроется дверь. Не вопрос. Работала лампа, потом ни с того ни с сего затроила. Вот так вот. Это трындец, блин. И чистил я, и что только я не делал, нифига. Видимо, надо разбирать вот эту часть. Тоже смотреть, что-то там, видимо, не то. В общем, занимаюсь восстановлением лампы. Новый причем. Когда уже научится делать, я не знаю. Не дешевая лампа, 100 белорусских рублей, 90. Не знаю. Может, там заводская пыль, какая грязь, поэтому она так работает. Но сейчас еще чуть-чуть помучусь, погрею, потом попробуем. Предлагаю попробовать. Да-да, нет-нет. Ожил наш зверюга. Шепчет. Главное глянуть, чтобы масло нигде не плыло. Вроде нормально. Я в шоке. Но он... Я ему чуть-чуть быстрого старта пшикал во впускной. Но главное, чтобы топливо не замерзло. Блин, я провод... Ой, шланг не прикрутил. Сейчас сразу, наверное, бахнем сюда незамерзайки, чтобы качало. Компрессор качает. Воздух я подключил. Сейчас чуть-чуть долью антифриза и пусть греется. Запустился, блин. Вот вам и МАЗ. Долил немного антифриза, буквально литра 2, наверное. И поперло через пробку. В общем, половину разлил. Но хотя бы что-то. Теперь я не переживаю, что у нас нету антифриза. Все нормально. Сейчас будем пробовать трогаться.
Давайте попробуем, что он нам скажет. Но опять-таки с ручником непонятка. Ну, сейчас попробуем хотя бы взад-вперед дернуться. Он пытается стронуться с места. У нас пустые колеса, передние в том числе. Он весь в снегу, но передача включается. Но есть нюанс. Зависает педаль сцепления. Если сейчас воздух появится, она будет там оставаться. Сейчас пока что усилитель не работает, и у нее хватает возможности, ну, как бы, отходить. Сейчас чуть-чуть уберу снег из-под колес. И, может быть, мы выедем. Старый, а? Сейчас мы зацепим зелотахом и его попробуем вытянуть. Что у нас с этого выйдет?
Ну что, друзья мои, вот столько я смог продвинуться. Не хватает сцепления Зилотаху, к сожалению. Не хватает, он юлозит Газпол, но и МАЗ едет своим ходом, кстати, тоже, что удивительно. Вот, поэтому сейчас по чуть-чуть буду его подтягивать, в всяком случае пытаться. Может быть, что-то и удастся нам. Попросил соседа. Сосед сел на Зилка, я на МАЗа, и мы выехали сразу. Так, вроде все нормально, видите, колеса у нас какие. Но это наоборот нам помогает ехать. Но я уже здесь буксовал, блин, и что-то переживаю. Здесь я не смогу развернуться. Воздух шипит вот отсюда. Здесь еще должна быть такая штука. Так. Не, ну красавец, но нормальный аппарат. Признаюсь вам честно, друзья, не думал я, что первые метры на нашем Мазерати будут вот такие. В мороз минус 20, в снег, и мы будем тягать, и все. Я думал почему-то, что будет все гораздо проще. Но, ладно, уже как есть, так есть. Будем дальше разбираться с воздухом, с алкоголиком и т.д. и т.п. Ну, а сейчас отправляюсь домой. Замерз капец. А, еще Зилотаха нужно загнать. Он теперь будет ночевать на улице. Но он, видите, не подвел. Молодец. Все работает у него, все хорошо. Вроде бы как бы отлично. Единственное, что нам нужно сделать еще, это дворники. Придумать какую-то мега-схему. Пришел я к МАЗу. Вчера загнал его. Все хорошо. Как бы с большего все нормально было. Вот спереди сейчас глянул, особо там нигде ничего не плывет, масло не плыло, ну нормально вроде бы. Но нету тормозов вообще, от слова совсем. То есть мы воздух не накачивали, но при этом машина ехала, никаких проблем не возникало. И что определилось? То есть вот этот энергач, который мы размораживали, он все в порядке, как выяснилось, он рабочий. А вот этот, который я не снимал, второй, он абсолютно не рабочий. То есть у него даже он не выжимает. Вот воздуха нету, болты вкручены, но он не давит. Типа лопнута пружина, типа там полный он льда. Неизвестно. Ну, положу его на печку, пытаюсь его снять. Снять не могу, потому что опять не могу выбить. Вот этот палец я просто не могу выбить. И не знаю, вместе с трещоткой не могу тоже снять. Потому что трещотка упирается в корпус. Вот там. И не знаю, надо или отпиливать, но сейчас попробую открутить, еще помучиться с трещоткой. Может, как-то тут удастся ее вынуть. Ну, и на крайняк буду тогда отпиливать здесь болгаркой шток. Либо, не знаю пока. В общем, буду мучиться. Сообщу о результате обязательно. Снял я нашего героя. Пришлось вот такими зажимными плоскогубцами. Сначала отверточку забил сюда, и вы знаете, он стронулся. А потом одел плоскогубцы взад, вперед, и сорвал таки его. Ну вот он без воздуха, ничего не давит. Есть у нас хорошие новости, а именно вот такие. Буквально 15 минут полежал энергач на печечке.
И уже льется вода из него. Причем воды много, чтобы вы понимали. Пока я накачивал колеса, он достаточно быстренько отогрелся. Сейчас, естественно, я его еще положу на печку. Офигеть, сколько здесь воды. Пока энергач у нас отмерзает, я хотел бы показать вам пару проблем, которые у нас имеются. Плывет гидрач и плывет, видимо, с верхнего бачка, с самого бачка, весь бачок. Вот видите, видимо, где-то не хватает там или шайбы медной, в общем, надо будет снимать нам бачок. И у нас клинит педаль сцепления, как выяснилось. Без воздуха, без усилителя она работает нормально, но как только появляется усилитель, она клинит почему-то. Хочу сейчас вот располовинить здесь и попробовать посмотреть, клинит ли она вообще в корпусе. У меня странное чувство, что она где-то вверху там клинит в самой кабине. Давай, вылазь. Как раз заодно смажем все эти чопики. Сейчас попробую нажать на педаль, посмотрим, что получится из этого. К сожалению, педаль клинит и не отходит. Видимо, проблема все-таки где-то там, под панелью. Вот пружина, которая отводит педаль обратно. И даже эта пружина нам не помогает. Вот здесь болтанка есть. То есть здесь как бы не должно клинить. Видимо, все-таки в самой кабине там. Пропшикал все стыки ВДшкой, а также прошелся вот где-то, где могу подлезть макитой. И, ну, пока что не размокло еще, но уже легче чувствуется, что есть эффект. Поэтому сейчас еще попробую попшикать везде, пройтись, но боюсь, что придется снимать нам все-таки панель. Открутил вот эту панельку, и у меня появился доступ вот туда к шарниру. Его мажу. Также пришлось мне усилить немножко пружину и начал отходить сцепление. Не совсем супер, но уже лучше. Надеюсь, будет работать. Когда все стоит, это закревает и получаются вот такие косяки. Энергоаккумулятор наш отмерз и начал работать. Давайте еще раз я вам покажу, как работает и как он устроен. Он состоит из двух камер. Когда нету воздуха в фуре, да, в машине, в грузовике, в МАЗе, сорвало у вас шланг, то вот эта огромная пружина автоматически задавливает тормоза и машина тормозит. Если вы с утра пришли и накачиваете воздух, то смотрите, что происходит. Вот воздуха нету в машине, все, машина заторможена. Как только вы накачиваете воздух, все, видите, шток заходит вовнутрь. Накачали воздух в эту камеру, все, шток зашел, вы поехали. Если нажали на тормоза, то воздух подается вот в эту камеру, вот в этот штуцер и вот в эту камеру. И просто тормозите камерой точно так же, как на переднем мосту. Обычная простая камера, без вот этого энергоаккумулятора. Вот так это устроено, мне кажется, ну, достойно я вам объяснил. Ну, а сейчас наша задача все установить обратно. И я думаю, будет работать. Вот там наша конструкция вся. Все, энергач я установил. Также у нас начал уходить воздух вот из этого клапана. Сейчас его тоже куплю новый. Точнее, заглушку поставим. Вот, ну и как-то нужно отважиться вот на эту работу, друзья. Видите? Вентиль превратился в вертюхай. Нужно будет снимать колесо. Но в любом случае оно восьмеркой. Надо посмотреть, изучить, есть ли возможность нам их выставить ровно. Вот, потому что колеса более-менее здесь эти нормальные. Единственное, что вот разобраться с утечкой воздуха. Вот, выглядит все это, друзья, если честно, ну, очень ужасно. Вот смотришь, блин, кажется, мамочка родная. Как это все сделать, как это все поднять с колен. Все плывет, все текет. Мост тоже начал капать. Сколько мы здесь проехали, он начал капать. Кстати, ключ там валяется. Вот, так что, ну, посмотрим. Потихоньку будем разбираться, потихоньку будем доводить до ума. Друзья, на сегодня это все. Переоделся и выезжаю домой.
Вам огромное спасибо, что были с нами. Огромное спасибо, что не забывайте поставить лайк. Вам я желаю только хороших людей на жизненном пути, всех благ и всего самого-самого наилучшего. Отправляюсь домой. Замерз, капец, руки помыть не могу, вода замерзла. Где-то на вводе, видимо, все-таки такие серьезные морозы. Это не есть хорошо для всех систем наших. Вот, так что все, всем пока и хорошего настроения, крепчайшего здоровья.